real shit. How come when she lonely, I'm the only one she calls? How come when she hits me, she just wanna hit 'em all? How come when you say... Всем приветик, с вами Кексик и добро пожаловать на очередной туториал. Сегодня мы разберем не самую приятную тему, а именно упад актива. На сегодняшний день эта проблема преследует многих гачеров. Так что же делать в такой ситуации? Расскажу на своем опыте. Мой канал пережил несколько спадов актива, так что хочу сказать. Из такой ужасной ситуации выбраться возможно. Главное делать все правильно и своевременно, иначе вы рискуете потерять актив еще больше. Сразу говорю, это очень нелегко, и от вас потребуется много сил и времени, в зависимости от степени тяжести. Совсем недавно я выбралась из такой ситуации. На моем канале не было актива более полугода. А месяца 3 назад он и вовсе опустился ниже плинтуса. Как я смогла выкарабкаться? Сейчас расскажу, ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, чтобы все мои труды не ушли в одно место. Хе-хе. Будет иронично, если после этого видео я снова потеряю актив. Итак, совет первый. Снимайте актуальный контент, идите по трендам. Спустя несколько попыток вашим видео заинтересуются, так как тренды смотрят многие. Совет второй. Он похож на первый. Вам нужно снимать короткие развлекательные видео. Иначе вашему зрителю будет лень смотреть длинное видео, оно так и останется без просмотров. Зритель хочет отдохнуть и посмеяться, а ваше видео как раз подойдет для этого. Совет третий. Не опускайте руки раньше времени. Как я и говорила ранее, на восстановление актива уйдет много сил и времени. Жизнь любит целеустремленных, просто не сдавайтесь. Я знаю, сложно находить мотивацию в такие моменты, но я знаю, вы сможете. Совет четвертый. Выпускайте видео часто. Напомните YouTube о себе. Начните снимать чаще обычного. В большинстве случаев актив начинает падать из-за вашего перерыва. За это время YouTube забывает вас, так как он любит активных авторов. Если регулярно выпускать ролики, то алгоритмы обратят на вас внимание и закинут в рекомендации. Но как же найти время на столько видео? Спросите вы, а я отвечу. Сделайте их заранее и начните выпускать один за одним. Но не перестарайтесь. Не выпускайте слишком много видео за раз, так как YouTube присылает уведомления только о 4 видео с вашего канала в день. Совет пятый. Купите рекламу у более популярного человека. Возможно, вы сейчас скажете, что пиар наоборот губит актив. Но я скажу, что на войне все средства хороши. Главное знать, у кого брать пиар. Вы должны смотреть не на количество подписчиков, а на просмотры. Также лучше покупать рекламу не только на сам канал, но и на какое-то видео, чтобы видео попало в рекомендации, где к вам придет еще больше людей, которые подпишутся, потому что их заинтересовал ваш контент, а не потому что им так сказали. Совет шестой. Сделайте коллаб с другим человеком. Если вы подумаете, что в такой случае вы используете его, то нет. Изначально суть коллаба и есть взаимопиар. Участники таким образом продвигают друг друга. Советую качественно выбирать человека. У него не должно быть намного больше или намного меньше подписчиков, чем у вас. А уровень его монтажа также должен быть близок к вашему. Совет седьмой. Снимите что-нибудь для иностранной аудитории. Это может быть тренд или меме, а может и все вместе. Актив на английском гача-тубе да и ютубе в целом всегда выше, чем на отечественном. Но сразу говорю, прорваться туда очень сложно, особенно с плохим активом. Но лучше попробовать, чем сидеть на месте, верно? Если у вас получится, то это даст огромный толчок вашему каналу. Сейчас я передаю слово другим гачерам. Конечно, актив падал. За полгода 2000 человек только подписалось. А поделать я с этим ничего не могу. Пытаюсь чаще делать видео, менять темы на более хайповые. Довольно хороший вопрос. Я сталкивалась с сильным упадком актива уже 2 раза. Год назад и на данный момент. Раньше у меня получалось с этим бороться тем, что я снимала видео, которые на моем канале больше нравились зрителям, и то, что я сама лучше умела делать. В моем случае это туториалы, ведь они будут актуальны всегда, как по мне. На данный момент я практически никак не стараюсь вернуть актив, потому что я уже просто не знаю, что делать. Думаю, что сниму очередной туториал, а если он не поможет, то возможно сменю тематику канала. В последнее время мои видео не набирают даже 10 тысяч просмотров, а это очень плохо. Просто понимаешь, проблема в том, что я-то снимаю видео, ну, может, раз в месяц когда-то давно. Сейчас я вообще его снимаю раз в полгода. Ну и как бы, когда я вылаживаю видео, у меня получается так, что как бы у меня все равно набирается много просмотров, и достаточно много, как я считаю, для меня. И
Я не знаю, он сам ко мне приходит. Я толком ничего не делаю, даже теги не пишу под видео, знаешь. Чуча твою мать. Тихо. Вот. И как бы, я не знаю. Я просто не могу даже ничего придумать. Я никогда ничего не предпринимаю, когда мне падает актив. Он просто мне сам постепенно приходит. И говорю, я даже теги не пишу. Просто, наверное, люди понимают, что если у меня вышло видео раз в полгода, то это уже праздник и стоит посмотреть. Другого объяснения я, правда, не знаю. Не могу ничего придумать. В принципе, я могу сказать, что я просто снимаю то, что актуально. Например, тот же туториал, когда мне падает актив, падал когда-то. Я снимала туториал, я знала, что людям сейчас интересно, то, что меня много спрашивают. Я снимаю то, что меня просят. Ну и так как эта тема многим интересна, естественно, видео залетает в рекомендации, его много раз название видео вписывают в поисковике. Так находит мое видео, и правда не знаю, как это работает. Типа, ну, конечно, еще важно писать теги, эти хэштеги, потому что если есть люди, которые по ним действительно переходят и пользуются ними, типа, так они тоже могут попасть на твое видео. Я не знаю! У меня это все происходит спонтанно. Просто я залила видео, оно все. Я думаю, что все люди, ведущие социальные сети, сталкивались с упадком актива. Я не исключение. Упадок актива – одна из самых печальных, разочарующих вещей для многих. Я веду свой канал почти 2 года и встретила эту крупную проблему где-то на 8000 подписчиков. Это случилось по моей вине. Я была в выгорании и не делала видео целый месяц. Когда я вышла из него, я начала выпускать видео, но они с трудом набирали 100 просмотров. Я сильно расстраивалась, но мыслила позитивно. Вам тоже советую, в любой ситуации есть выход. Для начала, я находила самые важные причины упадка актива. Первая причина – видео не было месяц, аудитория пострадала. Вторая причина – видео были скучными, совсем не цепляли. Третья причина – канал был никак не оформлен, кроме баннера, аватарки, названия видео и превью. Я даже думала удалить свой канал и создать новый, с чистого листа, но быстро отбросила эту мысль, так как нельзя на полпути все останавливать. Я сразу начала истреблять все причины. Чтобы устранить первую проблему, я составила свой строгий график видео. Чтобы устранить вторую проблему, я начала продумывать интересные идеи для видео. Это заняло не так много времени. Я просто узнала, что на тот момент было популярно, и делала качественные видео. Третью причину было проще всего устранить. Я добавила описание канала, описание под видео, указала соцсети. Мне после этого даже показалось, что мои видео начали попадаться в рекомендации. Одно мое видео набрало около 10 тысяч просмотров за 2 недели. Это было мое великое достижение. А еще, могу вам дать совет. Самые мощные способы поднять аудиторию. 1. Реально годные туториалы, особенно на популярные темы с красивой обложкой. 2. Активности и конкурсы с денежными призами. Вовлекаем зрителей в контент интерактивом. Но, к сожалению, не у всех есть эта возможность. 3. На самый крайний случай, реклама у реально популярного человека. Но тут 60% прихода подписчиков зависит от того, насколько ваши видео интересны. Я рекомендую сначала выпустить пару увлекательных видео с красивыми превью, а потом уже заказывать рекламу. So there are many ways. Firstly, do something that is trending or close to something that is trending. Secondly, you can get back to uploading a lot of videos. Not a lot, like once a day or 2 or 3 times a week. Thirdly, I haven't kept my channel dead for a very long time or in a very long time, but I know that getting back or reviving a dead channel by spicing it up is a great way to do that. Creo que serviría poner muchos hashtags porque, bueno, la verdad es que no sé, pero creo que sí sirve. Ну, за своим активом я никогда не следила, но иногда покупала спонсорки для поднятия хоть какой-то активности. И, в принципе, все. На этом особо не зацикливаюсь, поэтому вряд ли что-то смогу рассказать. Сталкивалась я с упадком актива, но мне в целом уже без разницы на это. Я сталкивалась с упадком актива больше 20 или 25 раз, я уже не считаю, но знаю, что это было настолько много, что меня это уже задолбало. Думаю, долго будет говорить, как я справлялась с этим раньше, так что скажу просто, как я поступаю сейчас. Я поняла, что если я активна и выпускаю видео каждый день, то рано или поздно ко мне приходит актив, и видосы набирают по 100к за несколько дней там. Но это при условии, что я выпускаю по одному видео в день. Сложно работать в режиме по одному видео в день, поэтому, когда я выдыхаюсь,
Я не заставляю себя через силу продолжать делать видео, а жду, пока у меня появится это желание. Естественно, пока я перестаю выпускать видео, актив пропадает. Это очень печально, но я еще стараюсь из-за этого не расстраиваться. Привет. С падением актива, конечно же, я сталкивалась. И могу сказать, что клепать миллион видео – это плохая идея. Очень плохая. А как я с этим боролась? Клепала миллион видео. И это не помогло. Это плохая идея, не надо так делать. Вот. Все. Что еще сказать? Я сталкивалась с упадком актива, по большей части даже с сильным упадком подписчиков. И выбиралась я в принципе как все, с помощью хайповых коротеньких видео. Как, например, мой последний видос. Я заметила, что в последнее время особую популярность начали набирать ролики с нетрадиционными позами, внешностью, типа самонарисованными, как, например, у Виктатон, Никси и других. Вот я и взяла себе за привычку делать одно видео со странными позами-персонажами, или тем, что можно поставить на обложку и люди этим бы интересовались. Я всегда кликаю на видео с нарисованными позами не из игры гача. Вот, наверное, как я оживляю свой актив. И, наверное, самое главное, что я сделала, забила. В один момент я просто сказала себе окей, если так, значит так. Забила на эти переживания, а переживала очень сильно, и все как-то устаканилось. Что ж, вроде как это были все советы. И если вы сталкивались с таким, напишите в комментариях, что помогло вам справиться с этим. Пишите свои советы по этому поводу. И если вам понравится это видео, то в следующий раз я расскажу вам, откуда брать мотивацию, или как стать многоязычным ютубером. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.